Доброе утро. Погода с утра облачность и даже присыпала немножко дождем, пока я там записи делал. И легкий попутный ветер, но я думаю, днем он превратится в более мощный. Да, Днестр реально стал широкий уже. Вот поменять сейчас берег уже не такое ощущение, как вчера еще. Да, сейчас на левый берег, на правый. Вчера из-за ветра встречного мне было бы выгодно идти под правым берегом, я шел под левым. И я не пошел. Экономически подсчитал, что это невыгодно. Меня зальет больше, чем я выиграю на той стороне. Поэтому шел, прижавшись к левому. У самого берега все равно потише ветер. А еще лодки на моторе вчера уже появились так. То есть вот это начинается водохранилище реально. Здесь уже глубина и ширина. И течения здесь нету. Здесь только попутный ветер. Вот сегодня снова попутный ветер. Его нужно срочно брать. Поэтому подогрел кашу, собираю вещи. Думал еще, там, может быть, фотки обработать немножко. Нет, на воду и пойду. Все собрал. Это так поляну устраивал. Набросал вот этих веток, которые растут здесь повсюду. Потому что камни очень острые. Можно было бы очень легко и просто повредить надувной матрас. И таким образом все компенсировало. Все чисто, за собой убрал. Мусора, конечно, остается еще очень много. И это не на всех стоянках, конечно, но как можно сделать такие места лучше, я стараюсь, но, блин, честно. Здесь стеклянные бутылки. Даже лампочка. Вот что сделает здесь лампочка? Ну, наверняка ее не выбросили здесь, а принесло пакеты, какие-то вещи, чей-то недопитый там сок или что-то еще. Бутылки. В общем, такого добра здесь хватает. Это печальная картина. Это печальная картина. Ну что, спасибо этому месту. Ровно 10 часов я на воде. Хорошая погода для гребли. Легкий попутный ветерок и солнце из облаков. То, что нужно. Вот эту картину я наблюдаю. 2 собаки и котенок вон там. Вы чьих будете? Вы чьих будете? Детвора. Куда на борт? Абордаж. Это абордаж называется. Так нельзя делать. Тихо. И котенок. Ну дела. Ты куда ж ты? Там тихо. Тихо, не лезь. Куда вы? Ну дела. Вы чё, чумовые? Куда вы лезете? У меня тут техника. Что ж ты делаешь? Кошмар. Вы на это посмотрите. Что творится? Тихо. Тихо. У меня сегодня какой-то день спасения животных. Сначала спас пчелу там на воде. Порадовало то, что она подсохла и полетела. Вот, а тут грибу. Это на краю села. Это даже не село, наверное, скорее всего. Тут их кто-то выбросил. Я не смогу им ничем помочь, я с собой их не заберу, они так дурачатся. Я решил с ними поделиться этим жиром, потому что мне его столько не нужно, а им он зайдет на ура. Но много я давать не буду, иначе им плохо станет. Я бы и всю банку им отдал, честно, но их потом вывернет. Я жалко хлеб выбросил, вот только на берегу у меня хлеб начал уже портиться, засыхать, я его выбросил. Все, все сюда идем. Лодку не лезем, видишь?
жалко, но больше не дам. Честно, сплошного жира наесться, меня в самого вырвало. Все, сори, больше не дам. Ну, видите, вы даже не бегаете за мной уже. Немножко вам подзаправил. Вот они, чудики. Вот этот в лодку лез нагло. Да этот тоже, оба. На абордаж брали меня. Двое котят. Вот в таком месте. Видно, что тут рыбу ловят. И дорога ведет. Там где-то село далеко. Их явно кто-то завез, оставил. Убить рука не поднялась. Так, все, за мной не бегать. Я вас в лодку не заберу, честно. Куда я вас повезу? В Молдову? Все, чем помог, ребят? Уж простите. Нашел и немного еды еще. Это мидии, я не знаю, собаки не будут есть, но коты точно будут есть. Тихо, 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 тихо. На. Да, отлично, коты едят. Вдвоем. Ого, ого. Так, а ну держите, будете есть? На. Ага, собаки такого не едят. Ну, ребят, это ваша проблема. Это вкусная штука на самом деле. Ну, котов точно накормил. 2 мидии нашел. Сам повезло меньше. Эти мидии не едят. Мидии это рыба практически, морепродукт, да, речной. И коты уметают за обе щеки прям, вон, как с тарелок едят. Попробуй еще отними. А ну-ка, отдай. Не знаю, не могу его с собой забрать. 4 человека на палубу, вы мне такой кипиш устроите. Это, конечно, была бы смешная история, но мне она была бы не веселая. Я попытался им поблеснить еще. Думал, вдруг рыбу поймаю. Было бы здорово, конечно, еще им рыбину оставить. Хотя бы такого судака, как я ловил там повыше. Но ничего не получилось. Тут мелко очень, видимо. Все, ребятки. Чем смог, тем помог. Но видно, что их попустило немного, реально. Потому что они больше не бросаются на меня, как вначале. В лодку не лезут. Да. Подправил вам немножко здоровья. Пузики поднабил едой. Эти, кстати, потом тоже ели мидии, уже то, что осталось после котов. Ну, коты больше всего счастливы. Им и жир достался, и мидии они на ура съели. Больше я мидий, кстати, не нашел. Все, чем смог, тем помог. Уж простите. Больше ничего дать не могу. Это я правильно сделал, что поменял берег. Под самой скалой немножко меньше дует. И вот такие красивые открылись стены. Выветренные, вымытые, выпавшие. Очень красиво. Сложно фотографировать, меня сдувает назад, пока я снимаю видео или фото. И каждый раз 100 метров вперед, 50 назад меня несет. Но это стоит внимания.
Я нахожусь возле села Сокол. Прямо вот в первом доме увидел навоз. Трактор стоит какой-то, все понятно. Затарился я в этом селе полкило творога. Сметаны здесь, не знаю, грамм, наверное, 300. 3 помидорки, чуть хлеба. И раз, два, три, полторашки молока. А вон там напротив, та стройка, которую я видел, я постараюсь ее сейчас увеличить. Это добывают камень. И летит в сторону людей что-то пыль такая, но это не самое главное. Когда они его взрывают, в домах напротив, вот на левом берегу, у людей вылетают стекла. Никто ничего не компенсирует. И так они живут уже 10 лет. По берегам полно рыбаков. Сегодня рыбаков просто тьма тьмущая. Весь правый берег, а и левый тоже. Короче, какой пологий, там и рыбаки. И это тоже изнуряет, потому что иногда меня ветер вот так вот сносит к берегу, а у них там леска заброшена далеко. Вчера я чуть не запутался, но я вовремя наклонился, поднял веслом и проскочил под ихней леской. Наконец-то мне улыбнулась удача. И там за селом Устье, действительно за поворотом, я еще погреб там буквально метров 500. Начался попутный ветер. Поэтому я себе позволил даже семечки плевать, забросить спиннинг. Вот он здесь в ногах я удержу. Отпустил метров, наверное, так до 30, блеснул. И погребываю легонько. В надежде, что кто-нибудь там схватит. До поворота визуально пару километров. На глаз могу определять дистанцию. Ну, может, я ошибаюсь, но натренировался в прошлом году на Днепре, на всех водохранилищах. Там дистанция была постоянно большая, я смотрел на карту и смерял сколько до берега, а потом смотрел визуально. Постепенно так запомнил, что под конец помню точно, так смотрю, до берега 5 километров, померил 5, до того там 12. Облачность целый день. И у меня некая нехватка в электроэнергии, не хватает немножко, запаса нету. С водой ситуация следующая, воды сегодня вообще нет нигде на маршруте. Это очень странно, я так расслабился, думал, там текло везде вверху. Все, лафа закончилась. Начались такие сухие горы, возвышенности скальные. До этого там были влажные леса, водопады были. Ой, хорошо. Так кайфово, вот я вижу, как я смещаюсь даже. Поперек стою, лодка короткая, 3-метровая, и ее постоянно разворачивают. Вот если есть дует ветер, все. У меня были места там, мне приходилось грести одним веслом. И еще, кстати, да, я забыл сказать. Я не заметил когда, но вода стала более прозрачная. И берега стали твердые наконец-то. Можно смело вышел как вот в десне. Ногу поставил и не проваливаюсь там чуть не по колено. Так, ладненько. Погребу я дальше. Что-то не клюет совсем ничего. А так от воды забросил. Вдруг повезет. На пути ЖД мост. Слева Велика Слобідка. Или Великая Слободка. За мост этот меня предупреждали, чтобы быть осторожным, под низом сваи деревянные. Но уровень высокий, вода прозрачная. Я левым краем вот там пройду, думаю, осторожно. Красота. И ветра совсем здесь нет, удивительно. Сколько у меня мучил целый день. А в этом закуске его нету. Вид какой шикарный, просто бомба. Вот глядя на это прекрасное место, я обнаружил вот здесь пустую стоянку. Абсолютно. И вот думаю, может мне не мудрить ничего, а прям вот на ней расположиться там. Вот. Выходи, порядок 7:30. И опять у меня будет шикарнейший закат сегодня. Ну вот, прям напротив. Напротив стоянки. Надо брать. Все. Я сюда. Ой, все. Я на стоянке. Познакомился с соседями. Муж с женой
зовут Володя. Жену я еще не видела. Это я вот здесь, когда причалил, спросил, можно ли быть в причале. Он мне помог лодку вытащить. Я ему благодарен за это. И здесь вообще здоровский. Вот пологий берег, вообще класс. И будет закат он там напротив. Просто красота. Все, где-то сейчас тут палаточку разобью. Пока место свободно, займу его, потому что эти места популярны, здесь рыбаки рыбачат. И место могут забрать. Ну, я так полагаю, что все, конечно, вон там стоят, на поляне. Но мне неохота так далеко тащиться с лодкой. Я вот тут где-то поставлю себе. Вот здесь прям. И нормально. В этом походе сплошные потери. В пауэрбанк отвалился разъем, которым его нужно заряжать. Пауэрбанк. То есть теперь пауэрбанк я не заряжу. Все, что в нем я выберу, энергию, зарядить не смогу. Это вот сейчас, когда вещи собирался, трахтит что-то. Наверное, отпаялся контакт. Как-то, может, я неаккуратно там заряжал. Короче, теперь я пауэрбанк не могу заряжать, он вышел из строя. Пришел сосед сало нарезать. Давай искать нож, ножа нету. И я начинаю думать, где делся нож. Думал, на стоянке забыл. Вспоминаю, что я им последний раз делал. Открывал вот эту банку с жиром, которым угостил меня. Потом думаю, нет, было еще. И вспомнил, когда котятам раскрывал ракушки вот эти, мидии. Я его положил где-то и забыл о нем. Пошел мыло брать, руки помыл. Я надеюсь, что, может, я его куда-то ткнул в другое место, но там, где он был изначально, я его не нашел. Поэтому пока я думаю, что я нож потерял. Итого на сегодня имеем палатка, стойка сломана, нож потерян, пауэрбанк сломан. Да-да. Доброе утро. Сегодня уже 20-й день моего путешествия. 20-й юбилей. Я нахожусь недалеко от Бакоты. Это у меня там впереди, наверное, еще пару виражей. И километров 30, может быть, к вечеру я там буду. И сегодня была самая прохладная ночь. Показал градусник на телефоне 14 градусов. Видел ниже всего 16 только. Но спал без термухи. Это было предельно в моем спальнике. Тепло еще, термуху уже одел утром, чтобы выйти. Вот. Ну, всякого я ожидал, не ожидал лишь одного, что мне захочется поверх жилетки еще курточку одеть. Что-то похолодало как-то. Ветер постоянно дует. Вот видно его, как он. Но он сейчас в сторону этого берега, и у меня поворачивает река туда. То есть, если я сейчас стартану, какое-то время он будет попутный. Но лишь какое-то. Здесь в идеале, конечно, на этой реке, в этом каньоне вообще ветра не имеет. Потому что, если он есть, половина пути будет в лицо точно. Нету солнца. А это проблема. У меня электричество на исходе, и есть пауэрбанки. Но я хочу туда, раз такая пошла песня, держать про запас. На небе все плотно заволокло. Вот, как видите, все в тучках. Пытался ставить здесь панель, не работает. Прошлый телефон работал спокойно, с любым светом. А этот телефон почему-то выбивает панель, она такими рывками. То включится, то выключится. Короче. Только что приходили соседи. Я не успеваю всех на видео снимать, но зато фотографии с ними на память сделал. Володя и Мария. Вот они молодцы, угостили меня. Блин, респект им и уважуха. Ну и поляныси. Это четвертина хлеба, представьте. Это четвертина хлеба. Какой же огромный хлеб здесь пекут. Ой, еще пару помидорок бросили. Плюс еще дали мне немного чая и сахара.
Проблема не в том, деньги есть, я им даже хотел заплатить, но они не взяли, конечно же. Мне неохота сейчас искать где-то магазин, и я не знаю, сколько нужно продуктов, сколько мне еще идти. Я себе сготовил тем временем чай, заварил, залил в кружку. Это у меня творог. И что вы думаете? Это сметана. Вот она, настоящая сметана. Посмотрите внимательно. Я не знаю, как камера это передает. Видно? Она отслоилась от банки и похожа на масло. Вот это сметана я называю. Вот она, сметана. Она как камень. Это свежая вчерашняя сметана. Вот это продукты настоящие, домашние. Попробую достать ее. Как говорится, ложку вставил и стоит. Есть разница? Вот почему я стремился с домашними продуктами. Вот сметана. Сколько здесь процентов, я не знаю, наверное 50. Такой в магазине точно нету. Слушайте, она вкусная. Она жирная. И она вкусная очень. Это настолько вкусно. Эта сметана, она такая вкуснющая, с творогом и с сахаром. Я не знаю, может я голоден, может это на природе так, но я такого в жизни не ел, честно. Блин, цена вопроса 100 гривен. 3 полторашки, 4,5 литра молока. В городе не купить за 100 гривен 4,5 молока. Ну, может быть, купить. Но и все. Но здесь еще творога. Я молчу за то, что там помидоров, хлеба мне насыпали. И сметана очень вкусная. С чаем черным заходит на ура просто. Подбросил немножко дров в костер, начал затухать. Сейчас позавтракаем и немножко наберу порядки. Таким образом мне хочется благодарить природу за то, что она дает. То, что дает. Насолил другой что-то, но уберу я. Где-то, может, я насолю, за мной уберу. Вот другая проблема у меня. Это ветер буйный. И похоже, он не будет стихать сегодня целый день. Перемена погоды. Похолодало. Будем бороться. Убрать на Днестре нереально, его никогда не уберут, потому что людей отдыхают тысячи, миллионы, а если убирать будет 1 из 100, из 1000, то это задача непосильная. Там, конечно, где-то в кустах, в траве его очень много. Вот, догорает то, что хотя бы вот глаз, чтобы не резало то, что на виду. Потому что здесь бутылок было просто тьма тьмущая. Проблема все-таки, конечно, в отношении людей к себе и к природе. А все остальное. И вчера здесь общался с этим Владимиром, который вот сосед был, угостил меня хлебом, салом. И та же история, как у дедушки. 400 километров вверх по Днестру, там у истока, возле Лимны. Дедушка говорил, виновато государство, оно нас не штрафует. Здесь вчера услышал то же самое, виновато государство, потому что сельский голова, ну, местный, который у каждого сельсовета есть своя береговая линия, ну, земля же относится к кому-то, они должны выкопать бульдозером яму и засыпать. За кем? За всеми рыбаками. Так не едьте сюда, зачем вы проблему создаете деревню? Привезли мусор, везите обратно. Есть, конечно, мы не перерабатываем мусор в Украине, но есть свалки, где он хотя бы в одном месте лежит, как-то за порядок, когда вещи на своих местах. А так он по всей реке разбросан.
Каждые 10 метров, я вчера видео писал, у меня рот не закрывался. Каждые 10 метров бутылка, мешок, пакет, бутылка, мешок. Все, вся река загажена. Из всех рек, которые я видел, это самая грязная река. Она красивая, это не отменяет ее красоты, каньонов. Если так вот вверх смотреть, мусор, слава богу, не зависает в небе на скалах. Но если опустить глаза вниз, в кусты, на берегах все мусор. Это очень печально. Вот такой вот мой живой, правдивый, а правда не всегда красивый отзыв.